Здравствуйте, мои дорогие! Мы уже переехали, я еще не все коробки распаковала. У нас стоит 30-градусная жара, в такую жару, конечно, очень тяжело работать, поэтому не обращайте внимания на руки, они отекли слегка. Ну и вообще не до маникюра. Дело в том, что во всем переезде я потеряла свою авоську, сумку, с которой я обычно ходила за продуктами. Она большая была, легкая, ну это даже не авоська была, а авосища. Поэтому мне срочно надо шить что-то подобное. Шить я буду опять же из старых джинсов. У меня вот есть здесь заготовлены квадраты разных размеров. Это 11,5 сторона, эти 16,5 и 21,5. А вот еще маленькие есть, 6,5. То есть в готовом виде получаются квадраты 5, 10, 15 и 20 сантиметров. Для отделки я буду использовать вот эти свои полоски, которые я для джинсели использую. Шить я буду ее без подкладки, швами наружу, чтобы она была легкая, ничего лишнего в ней не было. Еще мне понадобится вот эта стропа. И вот такая косая бейка я когда-то делала. Я ее буду вот таким образом на стропу настрачивать. Ну, для красоты, да, чтобы у меня не просто ручки были из стропы, а вот все-таки тоже как-то с джинсовыми элементами. Еще я вырезала несколько квадратов таких же размеров вот из такой ткани. Это перфорированная джинсовая ткань, наклеенная на какую-то синтетическую основу. Здесь я уже нарисовала, что же я буду шить. То есть это в развернутом виде моя сумка. Я буду собирать полотно из квадратов в технике пэтчворк. Как уже говорила, швами наружу 75 на 40. Здесь 10, 20 и то же самое в зеркальном отражении. То есть сумка у меня будет в готовом виде 55 на 40 и глубина 20 сантиметров. Одна стенка сумки готова. Я ее собрала, наверное, минут за 20. Но настолько примитивный этот пэтчворк, тут даже не нужно равнять, да, чтобы у вас крест-накрест получилось. Это потом все будет закрыто, ничего не видно. То есть очень просто и легко. Теперь, когда притачивается дно, притачивать его нужно вот здесь, отступая припуск на шов. То есть смотрите. Припуски мы на разные стороны раздвигаем. Вот я сложила. Вот. И начну я вот отсюда. Не от самого начала, а вот отсюда. Пойду таким образом. Дойду. Здесь опять же припуски нужно будет разложить на разные стороны. И дойду прямо до этого шва, вот до сюда, до этой точки. То есть вот здесь у меня строчка закончится. Этот припуск у меня пока будет болтаться свободно. Вот смотрите, видите, припуск оставила. И с этой стороны то же самое. Сейчас сделаю вторую стенку сумки и покажу, что дальше. Вторая сторона сумки тоже готова. И прежде чем ее притачивать к дну, я сделаю сначала ручки, так как я и хотела. Сверху притачаю косую бейку вот таким образом. Сюда притачаю ручки. И затем обработаю, вернее задекорирую вот эти все швы полосками вот этими коротенькими для джинсели. И затем уже буду стачивать
эти детали, да, вот это место и боковые срезы, ну, если их так можно назвать. То есть делать боковые швы и затем уже верх. Ручки готовы. Я их сделала такой длины от края до края, чтобы у меня получилось примерно 60 сантиметров. При такой длине удобно будет сумку носить и в руках, и на плече. Сейчас буду декорировать эти швы все, даже укреплять, я бы так сказала. Сначала я сделаю коротенькие вот такие вот участки, затем уже длинные. Вот таким образом буду накладывать полоски. Немножко внахлёст. И зигзагом вот по центру, да, ну вот тут надо себе представить, что вот эта линия стачивания, она здесь по центру должна располагаться. То есть и вот таким образом зигзагом. Длина зигзага, ну, наверное, 4 миллиметра я сделаю, и ширину 2-2,5. Затем вот здесь обратите внимание, где идет строчка, я до строчки выкладываю полоску. Затем здесь расправляю припуски, и здесь у меня пойдет вот таким образом полоска. И да, кстати, заметьте, что я эти припуски даже не разутюживала. Ну, зачем лишнюю работу выполнять? Сейчас все зигзагом аккуратненько здесь расправится. Швы, как вы видели, я все задекорировала. Ну, даже не задекорировала, а можно сказать, укрепила. Вот так получилось с изнанки. Достаточно аккуратно все. Сейчас я хочу укрепить дно, чтобы оно не было, ну, вот совсем тряпочным. Для этого из поролона я вырезала такую деталь. И сейчас сюда ее притачаю. Деталь эту я вырезала чуть поменьше. Поскольку припуски у меня будут наружу, то здесь без припусков на швы, и здесь, ну, совсем буквально на пару миллиметров поменьше, чем основная деталь. Притачивать я ее буду по периметру, а затем простегаю, ну, видимо, вот такими просто полосками. Смотрите, изнанка получается аккуратная, и все швы еще укреплены этим зигзагом. То есть сумка должна получиться очень прочной. Дно готово. Вот так я его простегала. Теперь выполню боковые швы.
Задекорирую их или укреплю точно так же полосками. И затем уже сформирую дно вот таким образом. Тоже все наружу, все припуски наружу. И также закреплю их вот этими полосками зигзагом. С пошивом сумки уже можно заканчивать. Осталось обработать только верх и пришить до конца лямки. Верх можно обработать как хотите. Можно в эту сторону загнуть какой-то красивой строчкой декоративной. Можно в эту сторону подогнуть. Можно подогнуть в эту или в эту сторону. Также закрыть вот этими полосками. Ну, я сделаю проще. Я сделаю косой бейкой вот таким образом. И затем уже притачаю, допришью лямки. Вот таким образом. Сюда, обратно, сюда и вот так. И, в принципе, все. Верх обработан, ручки до конца пришиты. И я решила еще сюда сделать 3 кармашка, в которые я буду складывать вот такие мешочки для фруктов и овощей. Ну, я шила и показывала, да, как их шить, кто смотрит мои видео регулярно. Теперь, смотрите, вот в этом месте сверху сумки она какой-то непонятной формы. То есть, когда ее берешь, вот этот верх, он вот так вот растягивается. Ну, в общем, некрасиво смотрится. Вот у меня боковинка, да. Я здесь сверху сделаю защип наружу, застрочу на расстоянии 3-4 мм от края. Здесь тоже сделаю защип наружу. Здесь тоже застрочу. Застрачивать я буду, наверное, пару сантиметров. Вот таким образом. А вот здесь по центру я сделаю вот так вот внутрь защип. И тоже застрочу его пару сантиметров на расстоянии от края 3-4 миллиметра. И тогда, когда я буду эту сумку носить в магазин, да, за картошкой, у нее будет более-менее вот такой, такая квадратная форма. Сумка практически готова. Осталось только распушить вот эти полоски. Это я буду делать, видимо, сначала вручную. Вот от этих больших квадратов не бойтесь. Вы дойдете только лишь до зигзага. Дальше зигзага у вас нитки не пойдут. Ну, вот таким образом я обрезаю. Где они не идут дальше. Где идут, там выдергиваю. Может быть, ее постираю, чтобы у меня лучше распушилось и у сумки был уже такой законченный вид. Потом я покажу еще одно изделие, выполненное в этой же технике. Ну, вернее, это даже не техника, а вот такой пэтчворк швами наружу и с декорацией полосками. Я, наверное, заброшу сейчас в машинку стиральную, а потом вручную уже доработаю. Сумка готова. Полоски я распушила. Здесь я сделала с боков кнопочки. Ну, я решила сделаю так, чтобы она не раскрывалась. И по поводу дна того поролона 0,3, вернее 3 миллиметра оказалось недостаточно. Поэтому я сюда еще пришила, вот какой-то у меня был кусочек нетканого полотна, и вставила просто картон. Вот. Буду сумку стирать, буду картон вытаскивать, обратно вставлять. Вот так она выглядит. То есть теперь можно отправляться за продуктами в магазин. Еще я обещала показать изделия вот в такой же технике, да, пэтчворк. Смотрите, вот такая у меня есть подушечка. Ее я шила, наверное, лет 6 назад. То есть очень давно уже. Стирала я ее много раз. Стираю я каждый раз в мешке. Ниточки вылезают все время. Ну, немножко вылезают, но тем не менее, чтобы машинку поберечь, я стираю ее в мешке. Поэтому все изделия вот
в подобной технике, в технике джинсель, с такими полосочками, конечно, лучше стирать в мешке, чтобы не испортить швейную машинку. Простите, стиральную машинку. Как выкраивать полоски, в каком направлении и так далее. Я уж сейчас рассказывать не буду, как их распушать. Это все можно посмотреть в моем очень подробном видео по джинсели. Так, ну вот я уже увлеклась здесь выдергиванием ниточек. Перфекционировать начала, как говорится. Поэтому на этом я буду прощаться, мои дорогие. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!